Вы знаете, что я всегда скептически отношусь к китайским товарам, но этот нож мне понравился. Ряд простых и очевидных решений сделали его достаточно интересным. Компания Bestec на нашем рынке совсем недавно, о ней знают в основном ножевые энтузиасты. В отличие от многих ножевых компаний, здесь приятно удивил официальный сайт. Красочно и информативно, конечно, 90% это рекламные высокопарные лозунги о качестве и индивидуальности, но справедливости ради дизайн ножей здесь интересный. Компания сотрудничает с несколькими дизайнерами, и на сайте есть удобный раздел, посвященный каждому из них. Данный нож молодого дизайнера из США. Сам дизайн я обсуждать не буду, мне больше нравятся технические решения. Но нужно сказать, что здесь все на своем месте. Есть приятные цветовые акценты и достаточный выбор цветов рукояти. Как показывает практика, цвет ножа очень сильно влияет на те эмоции, которые испытываешь при его покупке и использовании. Нож называется «Хороший мальчик». Не знаю почему, просто живите с этим. Клинок ножа простой, но есть нюанс. Казалось бы, что может быть банальней? Классическая форма клинка со спусками от обуха. Мы такое видели сотни раз. Такая форма очень универсальна и хорошо подходит для большинства задач. Но здесь, ближе к носику, клинок имеет утоньшение. Выглядит это специфически. Многим может не понравиться, но такое решение позволяет сделать толщину сведения режущей кромки носика очень тонкой, подходящей для достаточно мелкой и ответственной работы. Такое решение, конечно, спорное, но мне почему-то нравится. Обух клинка тоже необычный, он имеет приятную насечку в районе шпенька и скругленные грани. Да, бушкрафтерам и прочим любителям пошкрябать обухом по огниву тут ловить нечего. Эта часть ножа выполнена очень приятно и не имеет острых граней, обработана в Stonewash. Сталь клинка – это ставшая уже классикой D2. Да, мне все еще лень сделать полноценный обзор этой стали. Если в двух словах, это достойная полунержавеющая сталь с высокой твердостью. Насколько хорошо она здесь оттермичена, сказать не могу, но вот сама геометрия сделана на высоком уровне. Рукоять ножа выполнена просто. Если поднапрячься и натянуть желаемое на действительное, то можно увидеть множество похожих рукоятей от знаменитых ножевых брендов. Но я скажу, что форма рукояти удобная и все. По конструкции это G10 накладки с утопленными в них стальными лайнерами. Минимум облегчений. Накладки профилированы, но без излишеств. Так сказать, крепкий середняк по качеству. Клипса сделана элегантно и просто, без логотипов, усложнений и прочего. По жесткости фиксации ножа на кармане это самое то. Есть возможность установки как справа, так и слева, но к плюсам могу отнести то, что отверстия крепления клипсы сразу закрыты винтами. Такое решение выглядит намного лучше, чем пустой паз с дырками. Плавность работы механизма обеспечивают подшипники, зазоры симметричные, но большие. Осевой винт декорирован чем-то, кем-то, как-то. Решение интересное, но я как бы не совсем понял, зачем делать это так. Приятным открытием для меня стал замок. Это с одной стороны button lock, но это не нож с автоматическим выбрасыванием клинка. Здесь нет никаких пружин. Случайно так получилось или просто не смогли повторить — загадка. Но за счет этого открытие и закрытие ножа для меня достаточно приятное, в некотором смысле нестандартное. Мне никогда не нравились ножи с баттон-локом от Кершов, есть в них что-то некомфортное. Конструктив такого замка очень простой. Кнопка представляет собой цилиндрическую деталь с проточкой. Ответные части для зацепления есть и на клинке. Нажимая на кнопку, мы либо высвобождаем клинок, либо фиксируем его в двух определенных положениях. Вероятно, даже легкое загрязнение механизма плохо скажется на его надежности, но это справедливо для большинства механизмов. Такую механику замка мне сложно назвать супернадежной, но для бытовых ежедневных задач этого будет достаточно. Из плюсов тут нет лапки лайнера, которая бывает неудобной и может давать дискомфорт при работе ножом. Нет разного рода аксисообразных выпуклостей на рукояти. Кнопка замка одна и хорошо утоплена в рукоять. Для левши это, конечно, минус, но в остальном решение нормальное.
В целом качество обработки остается китайским. Качество обработки плашек, рукояти, бонок, винтов скорее приемлемое, чем отличное. Все винтики торчат, они мало того, что не вписаны в общую эргономику рукояти, так еще и выступают несимметрично, закручены пьяным роботом или вручную, некоторые грани уже слизаны. Суммируя все вышесказанное, это не нож для грубой работы, это хороший и недорогой, достаточно легкий городской нож на каждый день, отвечающий модным тенденциям. Как я понял, этот нож не совсем рядовой для компании Bestech. Это нож из чуть более высокого класса, но мой вердикт непоколебим. Китайцы, обладая хорошими станками, научились делать клинки с хорошей геометрией из недорогих сталей. А вот качество эргономики рукояти все еще отстает, и это справедливо ко многим китайским ножевым компаниям. А в завершении ролика спасибо тем, кто досмотрел до конца. Свое мнение можете оставить при себе или написать в комментариях. Лайки, подписки, репосты все еще очень важны в это трудное время. И в описании еще должны быть полезные ссылки. Дамы и господа, дамы и господа, дамы и господа. Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о хорошем мальчике Билли. С рождения Билли мальчиком был, имел Билли хобби. Он деньги любил, любил